Будьте внимательны, поскольку грядет сильное падение криптовалют. Биткоин провалится, а альткоины пострадают так, как никогда раньше. Это будет походить на начало медвежьего рынка. И вам нужно знать об этом, чтобы подготовиться и защитить себя, а также извлечь выгоду из этой ситуации. Вы на канале Crypto.ru. Наша редакция перевела для вас видео с канала The Crypto Factor, в котором ведущий рассказывает, когда произойдет сильное падение биткоина и других криптовалют. Поставьте нам лайк за старание, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Оставайтесь в курсе мировых криптособытий. Я знаю, о чем вы думаете сейчас. Пол, но биткоин только достиг рекордных показателей. Мы на пороге прорыва в голубое небо и открытия цены. А если посмотреть на альткоины, то почти все из них тоже в плюсе. Даже ваши выборы, ваши фавориты, о которых мы говорили, превосходят рынок. Они просто сходят с ума. Хоть это и правда, но вам нужно помнить несколько вещей, чтобы не остаться с пустым кошельком, в то время как все остальные забрали из него прибыль. Я знаю, это звучит забавно, но послушайте, это очень важно. Знаете, какой сегодня день? 12 марта 2024 года. И этот скачок, этот рост биткоина и альткоинов никогда не случался так рано, как сейчас. Вы можете сказать: Пол, конечно, биткоин, ETF, то сё. Да, но это вписывается в мою теорию о том, что на этот раз нас ждет более короткий бычий рынок. Это значит, что пик бычьего рынка придется на конец 24-го, начало 25-го года. Сейчас я не хочу об этом говорить, речь не об этом. Но я хочу заявить, что есть несколько факторов, на которые вам нужно обратить внимание. Прямо сейчас одним из ведущих нарративов на рынке криптовалют, на рынке альткоинов, является ИИ, искусственный интеллект. И мы предсказали это в прошлом году. Во время последнего бычьего рынка мы заявляли, что этот бычий рынок начнется с ИИ. Главным нарративом будет ИИ. Если вы заметили, то все говорили об играх, что игры — это следующая большая тема. А я заявлял, что следует сосредоточиться на ИИ, и мы превзошли их. Мы зашли и в игры, но в основном занимались ИИ. А сейчас ютуберы начинают говорить про ИИ, искусственный интеллект. Даже Алекс Бекер, который говорил только про игровые монеты, теперь осуждает ИИ. Это означает, что мы должны говорить про игровые монеты, уделять больше внимания игровым монетам. И я не призываю вас заниматься встречной торговлей с Алексом Бекером или типа того. Потерпите немного, дайте мне все объяснить. Примерно через 2 недели или чуть раньше состоится пара мероприятий, о которых вам нужно знать. Первое мероприятие NVIDIA, которое начнется 18 марта и продлится около 3 дней. Второе — обновление Ethereum, которое обещает снизить комиссии за Ethereum и Layer 2, что, кстати, может улучшить ситуацию в случае успеха. Вы не только перейдете к играм, мы только что это упоминали, чувствуете, к чему я клоню, но также внесете вклад в масштабный сезон альткоинов. Все вырастет, все будут зарабатывать деньги, если только вы не владеете XRP, но в основном прибыль получат все. И это продлится до халвинга биткоина. Но дайте спросить, это очень важно. Что если обновление Ethereum будет отложено или не сработает? Выслушайте меня сейчас, поскольку суть видео не в этом. Я просто хочу сказать, что запуск могут отложить. Так часто случается с Ethereum. Или все может пойти не так, как ожидалось. Что ж, мероприятие NVIDIA, которое поддерживает все эти монеты с ИИ, может стать событием для продажи новостей. Это значит, что люди начнут извлекать прибыль из этой шумихи. И если это произойдет, то это напугает людей. Они начнут продавать, верно? В этом и смысл. Нам нужен большой крах. Неважно, до или после халвинга, но нам нужно серьезное падение. Полезно испытать падение. Если вы посмотрите на каждый бычий рынок биткоина в истории, то у нас было 3 или 4 массовых обвала, когда биткоин падал на 20-40%, а альткоины на 50-60%. Некоторые до сих пор не могут восстановиться. Конечно, на бычьем рынке все это будет очень быстро компенсировано. Мы снова очень быстро пойдем вверх. Но почему бы не воспользоваться этим преимуществом или, по крайней мере, знать о нем, чтобы вас не вытеснили с рынка, особенно если у вас есть кредитное плечо. Если у вас нет кредитного плеча, то это может вас напугать. Так к чему я клоню? О чем я? Окей, слушайте. Я думаю, что все будет хорошо в течение следующей недели или 2 до этого события. Вероятно, мы даже немного приобретем.
Но было бы разумно начать фиксировать прибыль с ваших выигрышных альткоинов в биткоинах через неделю или две. Я не говорю о 1000 или 2000 долларов на рынках. Я говорю о серьезных капиталах. Если у вас на рынках 200, 300 или 500 тысяч долларов, то правила игры слегка меняются. Вы же действуете с большими суммами, а не с 5-10 тысячами долларов. Все совсем по-другому. Вы можете пойти на значительный риск, если играете с 5-10 тысячами долларов. Итак, вам следует переводить прибыль в биткоины каждый день. Зачем вам это делать? Все очень просто. Вот в чем суть. Вот что вам следует сделать со своими альткоинами. Извините за почерк. Но вам следует переводить прибыль с альткоинов в биткоины. Почему вам нужно это делать? Как правило, когда дело доходит до падений, биткоин падает меньше, чем альткоины. Например, биткоин откатился на 20-40%, а альткоины упадут на 50-70%. Это означает, что если все начнет рушиться, то мы сможем использовать биткоин для покупки альткоинов. Понятно? А теперь предположим, что мы не упадем. Предположим, что все сработает, обновление Ethereum пройдет успешно, у нас будет сезон альткоинов, мы продолжим расти. Тогда все в порядке. Вам по-прежнему доступны биткоин и большинство альткоинов, потому что вы вложили в биткоин только 20-40% своей прибыли. И в данном случае вам надо делать вот что. Вам следует искать отстающие монеты, в которые вы могли бы вложиться, отстающие криптовалюты, которые можно купить. Извините за каракули, что-то случилось с моей ручкой. Но вы можете искать не только отстающие монеты, но и новые криптовалюты и новые возможности, которых на бычьих рынках очень много. Но вот самое важное, что вам нужно извлечь из этого видео. Примерно через неделю или две пройдет мероприятие NVIDIA, посвященное ИИ. Оно либо станет событием, продающим новости, и рынки начнут падать, либо нет. И во втором случае обновление Ethereum сработает, усилит все, что происходит на рынках, приведет к сезону альткоинов. И тогда халвинг биткоина станет событием, продающим новости. Вы, наверное, спрашиваете: Пол, о чем ты говоришь? Халвинг биткоина — это хорошо, цены растут. Ну да, но обычно через пару месяцев после него. Да, я знаю, что новички могут этого не понимать, но им нужно это знать. А если вы не новичок и уже некоторое время подписаны на канал, то вы можете уважать мою точку зрения и, вероятно, поймете, к чему я клоню. Вы можете посмотреть вот этот ролик про более краткосрочный нарратив на бычьем рынке прямо здесь. Вам нужно его посмотреть, поскольку я считаю, что вершина может быть достигнута к концу 24-го, началу 25-го года. Я не говорю, что так и будет, но посмотрите этот ролик, чтобы подготовиться. Друзья, вы посмотрели видео с канала The Crypto Factor, переведенное редакцией Crypto.ru на русский язык. Задавайте свои вопросы в комментариях, поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Оставайтесь в курсе самых последних событий в криптомире.